Мовзар, привет. 2 дня почти прошло с твоего боя. Сейчас на холодную голову, если совпали твои ожидания от боя с Мерфи с тем, что получилось по итогу. Привет. А, Я бы не сказал, что у меня голова холодная, потому что я еще нормально не выспался с тех пор, как подрался. А так, а, наверное, у меня таких ожиданий от боя и не было, как таковых, я имею в виду. Потому что было столько суеты до боя, что что-то планировать, что-то как-то, какой-то план выставлять практически даже не получилось. В итоге я просто хотел подраться. И вот, наверное, только это и ожидание и получилось. Вот, чтобы ты понимал, насколько там сумасшедшая была суета вообще, что я даже план построить не получилось перед боем. По поводу твоей борьбы, сейчас в интернете появилась теория заговора, что чуть ли не UFC тебе поставила ультиматум, что если хочешь титул, бороться нельзя. Нет, не было таких ультиматумов, и до этого никаких ультиматумов не было. Как люди говорят, что типа, я подрался, потому что мне сказали, иначе меня уволят. Такого тоже не было. Вот сразу отрежем вот эти разговоры тоже. Сейчас я закрою комнату. Что-то. Uh, yes, yes, it's kind of cold. А, Нет, просто было 5 раундов, и бороться мы всегда успеем. И, если честно, начав с ним обмениваться ударами, я не почувствовал никакой опасности от него. В принципе, я дистанцию контролировал и э, э, чувствовал себя комфортно. Сейчас очень много бойцов, особенно активничает Алджо Стерлинг, разбирают твой бой, и не все согласны с результатом. Ты следишь за этой ситуацией, историей? Да, я видел то, что там Алджо выложил. Ну, этот парень, если честно, я даже никак не реагирую на его слова. Потому что каждый раз, когда я его вижу там в Вегасе, в PI, он чуть ли не знаю, там в ногу мне не обнимается. Каждый раз говорит, что у меня там, не знаю, я должен драться за пояс. Почему они тебе за пояс бойны? Как будто он так сильно за меня переживает. И каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он мне эту возможность... Вот бывает, как будто у человека раздвоение личности. А так, да, много людей, у которых там... Да, бой действительно, наверное, был близким, но говорить, что я его мог проиграть, наверное, не разбираться в боях, потому что от того, что бой был близкий, от того, что он нанес примерно такое же количество ударов, как и я, и посредством этого бой был бы ничейным. Я считаю это неправильно, потому что я нанес намного больше урона сопернику. У меня, по крайней мере, был контроль в партере, было добивание, было 9 тейкдаунов на минуточку. Это все, чего у него вообще не было. У него были в стойке какие-то попытки донести удары. Да, он там, ну, особо вреда он мне не нанес, не говоря уже о том, что у него были какие-то успехи в борьбе или в граунд-паунде. А так, центр я контролировал больше времени. В принципе, если смотреть вот эти все моменты, я считаю, практически я выиграл по всем аспектам, даже включая ударку. Может быть, в ударке, да, может быть, в ударке я не слишком сильно обогнал его, но и тем не менее. Но если бы в итоге была ничья, ты бы расстроился этому результату? Я думаю, если честно, как я и сказал, было столько всего, что я выходил на бой, я не думал ни о ничьей, ни о поражении, ни о победе. Даже вы можете улыбаться, вы можете увидеть разницу между этим боем, между выходом на этим, на этот бой и боями до этого. В этот раз я улыбался, потому что мне уже как будто все это надоело, как так сильно от этого устал, что просто с улыбкой вышел.
не для того, чтобы выиграть бой, а для того, чтобы от души подраться. Я так долго ждал боя и так долго думал, что итоге он не произойдет из-за этих моментов, которые у меня происходили до боя, что я просто хотел выйти и насладиться моментом, и все, что я и сделал. Подрался в стойке. Я считаю, что э, я показал себя на очень неплохом уровне в этом аспекте, учитывая, что мой соперник является ярким ударником. Жан Силва снова активизировался, сказал, что бой так себе и что он должен драться. До боя ты мне говорил, что подобное поведение в принципе нормально, что все вы претендуете на титул, но именно сейчас, когда у тебя 20-0, а у него 1-1 в двух последних боях, не смешит ли тебя такое поведение? Наверное, это выглядело бы смешно, если бы, э, если бы в последнее время UFC как-то реагировали бы на победную серию или номер в рейтинге. Так что все может быть. Мне остается лишь быть терпеливым и ждать своего часа. Как я и сказал, я готов на май. Возможно, Алексу эта дата тоже подходит, так что посмотрим, что решит UFC. Дана сказал, отвечая на вопрос, будешь ли ты следующим для Волка, он сказал, возможно. То есть ты сейчас в хорошей позиции, возможно, я пока об этом даже не думал. Ты сильно удивишься, если тебя не будет в следующем титульнике? Нет, меня в этой жизни уже ничего не удивит, особенно в этом спорте. И последнее, Джо Роган на своем подкасте сегодня по Америке, вчера по нашему, сказал, что ваш бой с Волком органично бы вписался в турнир в Белом доме. Если тебе предложат этот вариант, как он тебе? Я с всеми руками и ногами за. Я очень солидарен с Джо Роганом, потому что я думаю, этот бой хоть чуточку приукрасил бы этот турнир. Спасибо большое, Мовсар. Ты говорил про улыбку. Я надеюсь, что она на твоем лице будет гораздо чаще, особенно после боев. Будем, будем надеяться, что будет повод улыбаться. Спасибо большое.